Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Доминик, и у нас сегодня будет билд семейный. Кто понял, тот понял. Так, Доминик написал, что здесь будет интересная игра, довольно-таки необычная. Да, будет она с имбой, с нашим любимым антимагом, но он будет не фаворитом, будет совершенно иной персонаж, поэтому, соответственно, посмотрим, что же будет здесь за такой фаворитный персонаж и не антимаг вдобавок. Но единственное, что мне в голову приходит, кто может заменить антимага, так это Свен. Ну, в принципе, все. Я, кстати, а что тут по легендарным фигурам? А ну, покажи. Ну, легендарных фигур тут нет Свена пока что в легендарных фигурах. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что здесь будет. Неужели здесь будет Спектра? Если здесь будет Керри Спектра, я буду с огромными раскрытыми глазами сидеть. И если он еще и затащит с ней, у меня просто отвиснет челюсть. Ребят, хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, во-первых, вам нужно поставить лайк под этим роликом. Вы поняли, да? Ну, куда же без лайка. А также в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, как перешли в мой телеграм-канал, обязательно на него подписались. Потому что там я пишу, когда у меня стримы по обновлениям этой игры. И самое главное, это там есть чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Все-таки вместе намного веселее и интереснее. Ну, соответственно, важные новости не пропустите. Вот, все. Такая вот небольшая рекламка. Ну, раз еще ты не подписан на мой YouTube, то тоже подпишись на YouTube. Все-таки тоже будет приятно. И, ребят, мне тут писали в одном из роликов в комментариях, что моя шахматная доска многим кому надоела. В плане именно озвучки. Именно вот это вот звукового сопровождения, вот это вот музыки. Напишите в комментариях свой фидбэк сейчас. В действительности это так. Если это так, и большинство, соответственно, скажет, что это так, то я отключу эту музыку. Если она вас напрягает, ее просто отключу. Просто она настолько минимально слышна, что я удивлен, что ее вообще кто-то слышит. Вот как-то так. Поэтому давайте, я жду ваш фидбэк. Так, начало у него отменное. По крайней мере, мне нравится. Ну как отменная? У него есть только, по сути, стенка хорошая. Артефакты более-менее хорошие. Ну, способность, конечно, Шаман Лавы такую себе украл, потому что она первого уровня. Ну, короче, вот эти вот каски, они такие себе. Вот этот вот станчик. Ну как мне это еще не описать, кроме как скилл? Вот как мне это описать еще, кроме того, как это скилл? Это скиллуха, это скилл. Просто за один раунд он находит убийцу Горна. Если у него этот убийца Горн будет еще и станить каждым ударом, это будет максимальный импакт от этой фигуры. Меня на самом деле эта фигура максимально раздражает, особенно когда она играет против меня. Потому что когда я ее собираю, закидываю в нее предметы и все такое, то у меня убийца Горн почему-то никого станить не хочет. Зато у моего противника каждый удар равно стан. Как это работает? В душе не понимаю, как это работает на самом-то деле. Ну ладно. Ну, кстати, у него там есть жесткий противник, это Сларк. Просто один удар окаменения в духов. И второй удар тоже окаменение. И Сларк схавал все это. Странно, почему так Сларк много дамажил. Там, ну там убийцы. Да, там убийцы. Поэтому так много и дамажило. Я там в моменте подумал, а как так? А как так много? А почему так много? Если он сейчас еще и Лину в 2 звезды соберет, это будет максимальное проявление скилла. Ну, кстати, он мог в моменте поставить себе воинов, но решил сыграть так. Окей, хозяин-барин. Смотрим дальше, что он будет здесь творить. Мне уже на самом деле интересно, кто же будет здесь Керри? Если это будет не антимаг, ну в игре по-любому будет антимаг, то кто же будет Керри? Из легендарных фигур я вижу есть Спектра. И вот в действительности, если будет Керри Спектра, у меня челюсть отвиснет максимально. Почему? Потому что Спектра это ужасный герой. Одна из худших легендарных фигур на данный момент. Кстати, украл кабанчика. Это хорошо.
На самом деле приятную способность играл. Кабанчик очень сильный, особенно если был бы у него рок войны, то этот бы рок войны ему бы пригодился под Лину. Но самое главное то, чтобы он успел накопить ману, потому что если Лина не успеет накопить ману, соответственно, кабанчика она присуммонить не сможет. Тоже такой вот нюанс. Взял себе сразу 5 уровень. Хорош. Снайпера берет. И решает попробовать, что украдет снайпер. Окей. Во всех перекидывает этот кристалл божьего посланника. Надеется на что-то получше. Ну, хороший у него сейчас старт. Там, конечно, у его противников еще лучше старт есть. Там у чувака на втором месте, по-моему, 3 двухзвездочные фигуры, и один из них Тинкер. Да, Тинкер, Тракса, Клокверк. Ну, тут он проиграл. Тут слишком огромный парень. У него еще... Ой. Снайпер украл способность резака. Вот это вот вкусно. Вот это я понимаю. Вот это вот подгон. Ну, там Тракса огромная. В 2 звезды. Там по-любому Мьёльнир. Ну, молот грома есть второго тира. По-любому. Поэтому так сильно больно было ему. Энигму ставит еще. Только не продавай Лину. Рубрика все по 2 начинается. Но я бы на самом деле на его месте бы такой стол бы не ставил. А почему ты Лину продал? Этого я не понял, потому что Лина в 2 звезды, она была бы очень мощной. Почему он решил так сделать? Не понимаю пока что. Ладно. Ладно. Доминик, объяснись в комментариях, почему ты удалил Лину, а не кого-либо другого. Я бы на самом деле на его месте бы Энигму и Рики бы скипнул. Ну, типа, я бы их даже не брал, а сидел бы так, как сидел. Ну, потому что все-таки, если Лина в 2 звезды придет, она очень мощная будет. Она и с руки может подамажить. Интересно, скорее всего, то ли не определился, то ли что со сборкой. Поэтому у него такой сейчас сыр-бор. Ну ладно, смотрим дальше. Из легендарных фигур тут есть золотые роллы. Ну, кстати, Лич еще в игре есть. Но у первого места огромный стол. У него 4 двойки. Сильно. Но пока не тяжелая игра. Сейчас на 10-м раунде посмотрим, что ему за реликвию упадет. Мобов он 100% заберет. Кстати, Рики надо, наверное, чуть поближе поставить, чтобы он первые вот эти вот ячейки накидывал сайленс на первые ячейки. Боже, пинает всех, кто хочет. У него слабый стол, пока слабый. Этот рыцарь еще и с бафом гоблинов. Сильно. Ну ладно, он получает по минимуму, и это хорошо. Да ну как? Второй раз ему приходит уже вот такое вот усиление. Второй раз. Серьезно. Жестко. Ладно. Энчу покупает. Это инвестиция в лучшее будущее. Энчу будет абузить. Это хорошо. Кстати, у Джаггера, наверное, стоило закинуть палку. Хотя ладно, в принципе, не очень. Типа, потому что сейчас Джаггера крутилка, она зависит от скорости атаки его. И вот, соответственно, у него скорость атаки 1,1. Ну, а крутится он 5 секунд. То есть он 4 раза покрутится и все. Еще одна инча. Понимаю. Аптечка. Итак, а что мы будем делать с этой аптечкой? Не используй сейчас. Ну ладно. Ладно. Он решил использовать ее сейчас, хотя я на его месте бы не использовал бы так. Ну, раз взял аптечку, то, наверное, надо половину стола сейчас распродать. Чтобы 100% проигрывать раунды и все такое. Кстати, перекинул, если что, палку в Джаггера. Чтобы он почаще крутился. Ну, чтобы 5 раз он хотя бы прокрутился.
Я почему говорю, чтобы, ну вот, ребят, не юзайте так реликвии. Юзайте так реликвию только в том случае, если вы уверены в том, что вы проиграете, либо выиграете раунд. То есть в зависимости от того, какая у вас реликвия. Не касается этой реликвии, конечно, мастерской бумы и все такое, но суть, я думаю, вы уловили. Я так понимаю, он хочет найти сначала жреца, а потом уже выставиться полностью на лустрик, проигрывать максимально раунды, короче, разменивать свое хп на опыт. В принципе, норм. По экономике и по хп на самом деле у него все прекрасно. У него 82 хп, 52 монетки, плюс у него есть реликвии аптечки. Но тоже, этот момент нужно прощупывать, посмотреть, что у его противников. Если у его противников слабее стол, чем у него, то ему надо по-любому свой стол делать слабее. Если он хочет эту аптечку максимально реализовать. Но тоже такой вот вопрос. Будет ли он ее реализовывать? Не знаю. Будет. Судя по всему, будет. Или не будет. Воинов решил поставить. Ага. Но на самом деле у него слабее стол, чем у всех его противников. Но вот на последние места бы я обратил внимание, и все-таки бы я себе послабее стол сделал. Чуток. Хотя на самом деле я бы максимально разменял свой КП. Но он это не делает чисто из-за того, что у него нет жрецов. 4 двойки у паренька. Сильное будет противостояние. Ну, хотя бы одного зарубит. С помощью Джаггера. Кстати, там Джаггер украл щит Абадона. Да. Жалко первого уровня, но ничего страшного. Тоже нормально. А жрецы-то не падают. И друиды не падают, кстати. Из плохого-то. Пока непонятно, что будет тут. Ну, на самом деле, его стало достаточно, чтобы 15-й раунд забрать на текущий момент. Может, ему что-то панда хорошее принесет. Ну, более разочарования она всегда успеет принести. Какие там сладкие винстрики у ребят. Мне особенно нравится чел на первом месте. У него 8 винстрик, 5 уровень. Да, у него огромный стол, но... На мгновение мне показалось, что он захотел ему продать и выйти в уровень. Тут уже рыцари собираются. Неприятно, конечно. Причем какие рыцари? У него 7 уровень. У него 6 рыцарей. И еще и темный лорд сверху. Серьезно? Да, он в 33 монеты сидит. Но он с винстриком. Нормально. А баф людей не хочешь купить? Так же... Блин, ну зря так сделал. Я 1000 раз говорил за баф людей, у меня аж глаз зачесался. Секунду. Я 1000 раз говорил за баф людей. Ребят, не скипайте баф людей. Ну не надо. Ну вы же играете через лустрик. Ну соберите себе баф людей чисто. Ну вот просто вот так вот возьмите и соберите его. Он лишним вам не будет. То есть он сэкономит вам, ну, немного денег. Да, это немного жадно. Но он сэкономит вам немного денег. Вы все равно играете через лустрик. То есть, если она постоит у вас, допустим, баф людей 10 раундов, то, соответственно, сколько это опыта? Это 20 опыта. За 10 раундов. Сильно? Я считаю, сильно. Это 20 монет сэкономить. То есть, это просто повышает вашу экономику. Ну, не скупитесь на баф людей. Покупайте. Чисто такую агитацию людей провел. А то что это как-то их, ну, недооценивают. Дум прилетел в Джаггера, понимаю. Жрица в 2 звезды. Весь урон, который Джаггер нанес, просто отхилила. Нормально, нормально. Но 2 фигуры он забрал. Сильный. 2 фигуры он забрал. Хускар. Вот, кстати, вот этот вот чувак, который имел огромный винстрик, немного доигрался. Темного лорда поставь себе 20% от хила. Лишним же явно не будет. Ну поставь темного лорда.
Баф чернокнижников получишь, 20% от хила, туда-сюда, ну. Доминик, это не по-семейному. Темного лорда поставь. Поставь темного лорда 20% от хила. Да, парень на втором месте будет сейчас фаворитом. У него огромный стол. Скорее всего, он будет выигрывать всех. Все-таки 6 рыцарей, плюс у него древний, плюс у него темный лорд. Ну, не фул древний, конечно, но там есть темный лорд 2 звезды. На самом деле, если собирается ранее темный лорд 2 звезды, это то же самое, что антимага раннего получить. Очень сильный персонаж. Правда, он может щит накидывать туда, куда не надо, но... Ну, короче. Очень полезная фигура упала. Очень. Мне нравится. Я ставлю лайк за эту фигуру. Смотришь на его стул и просто в шоке становишься немного. Что-то непонятное сейчас происходит. Ой, какой красивый ТБ. А вот теперь собираются ведьмаки, судя по всему, и демоны. Либо же просто будут ведьмаки. Пока непонятно. Скорее всего, он увидел рыцарей и такой думает: чё страдать? Поставлю-ка я ведьмаков и демонов. Но на самом деле, ребят, играть на демонах в текущем патче, это надо быть уверенным на 200%, что ты 100% заберешь стол противника. И тебе никто не помешает, потому что и у демонов забрали от хил. То есть, ну не у демонов конкретно, а у любого чистого урона. Поэтому с этим нужно быть максимально аккуратным и прекрасно понимать свою мощь. То есть, если вы уверены о том, что вы 100% заберете вражеский стол, если поставите себе демонов и ведьмаков, тогда да, так можно делать. Но если же... Кстати, друида купи! Купи друида. Купи друида. Друид. Да, красавчик. Я думал, забудешь. Потому что я вижу, ты как-то слишком резко все делаешь. Так вот. Если вы уверены в том, что ваши демоны заберут вражеский стол, и вы успеете это сделать, тогда все хорошо будет. Потому что у чистого урона нет никакого либо отхила, и это прям грусть-печаль. Это прям обидно, то что чистый урон теперь без какого-либо отхила. Очень обидно. ...54 хп у него, там есть 2 баночки в запасе, сейчас появится 3-я баночка в запасе. Нормально, сейчас по минимуму получит лицо, или даже выиграет. Прикиньте. Похоже, он в действительности еще и выиграет раунд, это плохо. Это плохо, лучше бы он получил по минимуму в лицо. Ай-яй-яй, 11 хп. Плохо, потому что он потерял кучу денег сейчас. Он за проигрыши получал плюс 3 монетки инкама. Чисто за серию поражений. Вот это вот плохо произошло. Очень плохо. Ну ладно. Блин, ну обидно, конечно, кучу денег. Ну просто кучу денег потерял. Кучу. Нереально огромное количество денег он потерял. Но он чувак, кстати, с рыцарями и с темным лордом имеет сейчас винстрик 10 единиц, 8 уровень. Кайфует, короче, кайфует. Ловит кайф. Тут собираются, судя по всему, еще и маги-драконы. Да, тут будут маги-драконы, это неприятно. Ой, как хорошо он в Лину проигнул. Огр, давай! На! Отлично! Почему я так радуюсь? Потому что он сейчас получит эссенцию, с которой может получить 6 хп. На секундочку. Это прям сильно. Это прям много.
Ой, все баночки ему отлично восстановили хп. Ни одна баночка не прокнула меньше 4 единиц. Это прям вкусно было. А ты Джаггера не хочешь поставить обратно? А может Джаггера? А может Джаггера? А может Джаггера? По-моему, у тебя Джаггера был с предметами, и ты его не захотел поставить. По-моему, да. По-моему, да. Ну ладно, в принципе, неважно особо. В любом случае через лустрик играет. Ну, можно это так назвать. Нормально, у меня почти уже 9 уровень. Не понимаю пока, какую он сборку хочет собрать. Так, жрецов он уже распродает, панду бесполезно распродает. Отлично. Стан прилетел, это хорошо. Все, мобов он затащил. Прекрасно. Теперь вот вопрос, будет ли он ждать 10 уровня или не будет ждать. Реликвия яиц. Еще яйцо так пришло, еще и друид пришел. Отлично. 2 отменные инвестиции в лучшее будущее он сделал. Так, он пошел ролиться. Гоблины. Гоблины, гоблины, рыцари. Это прям неприятно. Горн поставил. Кунка. Выходит из инкама, потому что... Ох ты, эмпресска. Неужели это будут шаманы? Плюс 5 хп вас... Свен! Отлично. Ну все, тут будет Свен. Там нефритовый генерал через богов. Он еще и в 2 звезды. Вот это вот неприятно. Так, ну как по мне, он немного-то поспешил, убрав жрецов. Надо было жрецов не убирать. Надо было еще немного пострадать с жрецами. Что ты делаешь? 2 морские волшебницы поставил на свой стол. Не поверил в одну, решил вторую поставить. А, он, наверное, оставил, чтобы СФ с руки побил немного. Свен! Ёп! Сильно. Шанс 3%. И шанс того, что ему упадет именно та легендарка, это прям... Это жестко. Да, он убрал... Ага. Но ведьмаков нету пока что. Дум, хорошо. Хан. Плюс 5 монет сюда. Может, кстати, поставить сейчас пока что себе фулгорн. Фулгорн ему может помочь. Антимаг, отлично. Все, ведьмаки у него есть. Сейчас все... Ага. Ему надо поставить сейчас волшебников. И поставить себе фулгорн. Фулгорн ему поможет. Ой, Мамора. Сейчас Свена туда закинет. И если Свен придет ранее в 2 звезды, это будет прекрасно. Он просто всех порвет этим Свеном. Потому что, во-первых, там есть гоблины, там есть рыцари, а Свен такое любит. Предметы более-менее у него подходящие. Фулгорн ставит. Красавчик. Просто умничка. Фулгорн это сильная тема на самом деле. Под Свена оно просто даст ему время. Время пожить. Так, ну и антимаг. Антимаг в такой игре не зазорно взять. Без него тут не поиграешь.
Все, дальше он возьмет 10 себе, и на 10 будет выставлять еще сильнее стол. Я так понимаю, хочет найти спектру. Да, Горн потянет ему время, там обезоруженно кинет, там и станчик может подкинуть. Хорошо, все. Ой, Дум хорошо. А что за способность украл Дум? Но! Ай-яй-яй! Был бы Дум в 2 звезды. Он бы его уничтожил. Одного ведьмака хочет найти. Всегда покупает инчу. Кстати, хочу подметить. Тайт. Ой, хорошо, прекрасно. Станчик, это вообще шик. Эмпреска. Дум. 9 нежити. О, маги-драконы. Это прям неприятно. Но я думаю, СФ он уберет. От СФ особо проку нет. Ну ладно. Эмпреску продал. Тайда оставил. Я бы тоже Тайда оставил. Винга пришла. Все отлично. Можно дальше идти в уровень. Ау! Ладно. Я бы, конечно, так не делал, но хозяин барин. 2 из 9. Болею за него всем сердцем. Очень надеюсь на то, что ему реально придет Свена в 2 звезды в скором времени. Это важно. Там, кстати, нежить еще такая неприятная. Но, в принципе, на нежить плевать. Правда, если у Свена будут плохие предметы, то на нежить будет не плевать. Свен тогда может не справиться. Так как отхил убрали, на чистый урон будет печально. Но у него есть Тайд. Тайд, который может, если что-то, подстанить, дать время, и в это время Свен накидает. Темпларка. Купи темпларку. Она, по-моему, не раскрыта еще. Так, Свен в 2 звезды, отменно. Ага. Ну, все остальное, в принципе, можно поубирать, найти себе предмет 5 тира. Может, бессмертие найдешь. Либо щит 5 тира. Ну, кстати, быстрее тебя темпларку раскрыли. Сложный выбор. Сложный. Аганим, конечно, много тебе даст, но я бы, наверное, брал Мьёльнир. Потому что скорости атаки у Свена маловато. 1.3 у него скорость атаки. Закинет тут кристалл, у него будет 0.9. Я бы брал Мьёльнир. Да. Берет Мьёльнир. Хорош. Вот. Теперь у него отменная скорость атаки. Теперь может вообще кайфовать от жизни. Единственный вот момент, то, что он там пока думал. Это он пролюбил темпларку. Все-таки 5 монет. Да, я жлоб. Но 5 монет. Все. У него заряженный Свен. Заряженный Свен будет решать все вопросы. Ему бы Тайда еще найти в 2 звезды, чтобы он контроль накидывал. Так, вот паренек. Ой, обезоружь. Это неприятно. Но на самом деле, соберет он Тайда в 2 звезды, вообще плевать будет. Все, Свен пошел в разнос. На. Просто такой чапалах на все лицо. Так, антимаг, хорошо. Собрал его в 2 звезды. Окей. Ну, кстати, под демонами можно собирать себе Свена. У меня аж ухо зачухалось. Под демонами можно собирать себе в действительности... Ой, Свена. СФа. Ну, хотя... Не, ну СФ 3 звезды под всеми демонами может много магического урона нанести. Чем больше демонов, тем, соответственно, больше волну выпускает СФ. Ну, такое. 50 на 50. Но, в принципе, СФ реально может очень много урона нанести в моменте. Хотя надежнее выглядит антимаг. Маги-драконы. А тут чапалах от
Свена. Ой-ой-ой, там ДК. ДК его стер. Сильный ДК. Не, тебе бы Горн поставить против такого ДК. Да и в целом против нежити тебе бы тоже Горн лучше поставить. Не знаю, я в Горн намного больше верю, нежели вот в морские. Ну, морские против мага, конечно, окей. Всегда нормально, но там керри ДК. Там именно ДК навалил с руки. 4500 урона от ДК. На секундочку. Поэтому я бы на его месте все-таки Горн бы взял. Но Горн бы на самом деле ему пригодился бы и не против, ну, не только против ДК. Он пригодился бы против этого рыцаря, против нежити. Они бы просто начали бить этот Горн в первую очередь. Чернокнижники? Что? Подожди, это старый патч, прям старый-старый? Зачем ты чернокнижников поставил? Сейчас посмотрим. Неужели это прям старый-старый патч? Вот, кстати... Не, ну так неинтересно. Это прям старый патч, когда еще чистый урон не порезали. Или нет? А нет, стоп. От хила нет. Да, там бы огромные куски бы регенило. Но от хила не было. Так что от чернокнижников проку нет. Зачем ты их поставил, непонятно. Все. Все, а то я уже суету тут навел. Хотел уже сказать, что это за игра такая с чернокнижниками. Ну, на самом деле, этот дракон вылетит, и все будет хорошо. Рыцарь живет чисто за счет антимага, серьезно. Медуза хороша. Небольшое усиление, отлично, пойдет. Так, вот, кстати, антимаг, но... Все, Свенчик решил порешить этот вопрос. Ой, хорошо. Антимаг, конечно, там нормально разогнался. Маг все еще живет. Да? Или уже не живет? Ой, там ДК его... А, не, все. Темный лорд порешил вопрос. Там ДК с руки наносит. Не знаю, как по мне, тебе надо именно ставить Горн. Он тебе поможет даже против вот этого вот рыцаря с антимагом. Просто присосутся они все к Горну этому, и все, и будут стоять долбить этот Горн, пока твой Свен будет долбить всех их. Ну, нормально сейчас стол. 5 драконов. 5 демонов у него. Получает 50% надбавку к своему урону с руки. Я сейчас еще раз обращу внимание, но, по-моему, от хила нет. Если от хила нет, тогда у него... Сами прекрасно понимаете, что у него. А безруш его триггерит. А безруш это очень неприятно. Рейд ночных зверей отменно. Доживет до 35-го раунда, получит тонну предметов. Так, давайте, ребят, сейчас все вместе смотрим. Ну, вроде отхила не было. Ну, сейчас мы увидим. Увидим полностью. Есть там отхил, нету отхила. Если же нету отхила, тогда у него просто занимает одну бесполезную ячейку. На самом деле он мог бы тогда двух заменить. Убрать СФ, убрать алхимика. Он пока что это все сделал таким вот образом, потому что против него есть маг. Ну, полумаг. Там ДК все-таки с руки наносит много урона. Но в дальнейшем, я думаю, ему все-таки нужно будет поставить Горн. Горн здесь зарешает. Пока Свен там будет разбираться со своими делами, они будут там бить вот этот вот Горн, и Свен со спины их всех подчикает. Как-то так. Да и на самом деле, у магов вот этот вот ДК, который перевоплощается, он бы тоже в первую очередь бил Горн.
Так, смотрим за отхилом. Так, Свен словил обезоруж. Так, ну антимаг своим взрывом, естественно, хилится. Да, отхила нет. Все, это нормальный патч. Отхила нету с руки. Тогда у него, по сути, одна ячейка бесполезно висит. Антимаг там с своего взрыва-то подхиливается, но в остальном нет. Может, это его коварный план был? М? Поставил баф чернокнижников, чтобы просто антимаг хилился, а? Я думаю, это коварный план. 6 чернокнижников хочешь поставить? А зачем? Они же не будут работать на Свена, они работают только на баф чернокнижников. Красивый разор у него, кстати. Такой космический весь. Так, рыцарь, здорово. Ты помнишь меня? Ну, его. Не меня, его. Помнишь. Сколько же у него места освободится, когда вылетит маг? Зачем ты покупаешь чернокнижников? Они не работают. Они работают только на магические умения. Вспомни, Доминик. Доминик, вспоминай. Доминик, я в тебя верю. Ты ж меня не подведешь, да? А вот, кстати, духов можно поставить. Духи неплохо тоже будут смотреться с окаменением. Сейчас только выкинет мага, игра пойдет. Найдет мифриловый доспех еще 3-го тира. И все, и будет прекрасно. Жизнь удалась. О, нет, 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 нет. Щит 5-го тира. Это самый страшный сон Свена. В общем. По закону подлости, у твоего противника щит 5-го тира чуть ли не отражает каждый удар Свена. По закону подлости. Поэтому я сейчас так... Что-то я теперь в замешательстве, я сейчас не понял. Отхил есть или отхила нет? Он так только что в моменте получал какую-то прибавку к отхилу. Давайте смотреть дальше. А ну-ка, смотрим за Свеном. У него же молнии. Тьфу ты, ёп. Вот, наверное, из-за этого он и поставил себе баф чернокнижников. Все, все. До меня дошло. Дошло, как до жирафа. Наверное, из-за этого он в действительности и поставил себе баф чернокнижников. То есть не для того, чтобы с руки хилиться, а для того, чтобы хилиться с молний. Так, отлично, маг вылетел. Все, можно морских пораспродавать, поставить себе обратно демонов. Наверное, на самом деле, в действительности на молнии поставил отхил. Иного предположения у меня нету. Доминик, если что, поправит в комментариях. Ему бы бессмертие найти против этого молодого человека на антимаге. Сейчас двойные мобы, кстати, появятся. Сейчас он столько предметов полутает. Я прям вижу, как у него уже слюнки текут изо рта. Да, это молнии хилят. Ой, сфера упала. Ой, мифриловый доспех. Все, это имба. Это имба. Сфера на самом деле, ну, на сферу плев...
Фух, я чуть не то понял. Короче, ИБФ может взять. Хотя на самом деле Свену это не надо, но в принципе может взять чисто, чтобы у него было побольше урона. Но либо... А зачем ты мифриловый доспех скипнул? Зачем? Почему? Там же обезоружь прилетает. Я понимаю, что ты его выносишь, но лучше перестраховаться. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Плюс это монореген все-таки никак. Ну ладно. Я удивлен. Да, у него сейчас есть бессмертие. За счет бессмертия Свен просто всех почикает на раз-два. Плюс ему сейчас вот этот вот антимаг, который был щитом 5-го тира, вообще не страшен. Там, кстати, арчит нашли. Тоже в Свена лететь неприятно. Ну, вообще плевать. От этого паренька он режет в легкую. Так, нежить вылетел. Ну все, осталось дело за малым. Там рыцарь. На него плевать. БКБ, все. Забейте. Все, вот такого Свена почти невозможно уничтожить. Если только там противники поставят себе фулл горн. Ну, либо просто горна агр, и этот Свен присосется к горну, тогда... Тогда жестко. Кстати, больше 6 демонов не имеет смысла держать. Потому что максимальный баф от ведьмаков это 6 демонов. За каждого демона ты получаешь 10% надбавки к своему чистому урону с руки. Ой! Там даже щит 5-го тира не прокнул, прикиньте. Сочувствую рыцарю, сочувствую. Давай, полностью ролься. На сдачу собери себе антимагов 3 звезды. Удивлюсь, если соберешь себе на сдачу... Ну, все, все. Я хотел сказать, удивлюсь, если он соберет себе на сдачу Свена в 3 звезды. Не, ну парень там дрался до конца, чисто сидел на рыцарях. Хотя на самом деле это ошибка его. Этому рыцарю надо было перестраиваться, но он по итогу ничего не смог придумать. Ну, бывает. Просто у него есть антимаг. И за счет этого антимага он тащил. И все. Ну, такая вот жизнь рыцарей. Вот такая вот жизнь рыцарей. Бай-бай! Поиграл на имбе своем? Поиграл на своем антимаге, да? И щит, кстати, 5-го тира ни разу не сработал на тычку Свена, что самое удивительно. Хорошая игра. Очень хорошая игра. Я вначале подумал, что чернокнижники будут работать на чистый урон. Но это новый патч. Чернокнижники не работают на чистый урон. Они работали чисто на молнии. Ну, хороший, хороший. Заряженный Свен. Ну, и антимаг там тоже заряженный, но... Не смог парень, не смог. Ну, не смог он. Не смог. Подводим итог. Игра прикольная. Мне понравилась. Интересная. Эпичная. На сдачу собрал себе антимага. Наказал рыцаря, который играл через имбового антимага, и из-за этого у него был винстрик. Ну, вот просто вы сами видели. Он поставил себе 6 рыцарей, у него был имбовый антимаг. Он мог спокойно себе взять 10 уровень. И вот этот вот рыцарь, у него было очень много хп. Он мог спокойно перестроиться в какой-то другой билд. Но на самом деле у Доминика был максимально упакованный Свен. Этот Свен мог решать все проблемы твоей семьи. Вот серьезно. У него было бессмертие, БКБ, Мьёльнир. Вот эти вот 3 предмета, это самые важные предметы на Свена. Все. Больше ему ничего не надо было. Ну и блин был на сдачу. И все, он рвал. Просто рвал. Добавить нечего. Хорошая игра, добротная, мне понравилась. Вот, все, что я хочу добавить. Ну, в принципе, некоторые моменты я там задал тебе, я надеюсь, ты на них ответишь. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Если ты на меня еще не подписан, подпишись. И моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код.
Всем спасибо за просмотр и всем удачи.